За последние полгода вышло какое-то безумное количество магнитных клавиатур. Только на этом канале мы с вами смотрели варианты от Akka, Lamzu, Wooting и Drangdir. А сколько еще выйдет, боюсь себе представить. Но сегодня я вам расскажу про максимально горячую необычную новинку напрямую из Китая – Oasis 75. И перед началом ролика в который раз приглашаю тебя в наш телеграм-канал. Там я делюсь различными мыслями и фотокарточками деда. Ну и про Discord не забывай. В нем мы собираемся каждый вечер и общаемся. А теперь привет, меня все еще зовут Артем, и сегодня я тебе расскажу про уникальную в своем роде магнитную клавиатуру. Чем же она уникальна? Ну, во-первых, минимальная точка активации магнитных свечей 0,04 мм. И это не просто какие-то пустые заявления компании. Привет, Call Project. А действительно реальные числа, которые к тому же являются одними из лучших показателей среди магнитных клавиатур на сегодняшний день. И превосходить их скорость может только HM66. Ну а во-вторых, посмотри на эти ножки. Нет, не на эти. Вот на эти ножки. Это две монолитные алюминиевые детали с силиконовыми падами против скольжения. Ну и в-третьих, алюминиевый вес с гравировкой названия компании и нашей клавиатуры, который нестандартно выпирает из корпуса, а внутри является полым, благодаря чему внутрь помещен стальной брусок-противовес. И как бы тебе сказать, внутренняя часть у нас отполирована очень интересным образом. Я, конечно, ничего не имею против, и не уверен, что такой прикол имеется в каждом экземпляре, но в моем случае получилось так. Это только то, что бросилось мне в глаза при беглом осмотре. Теперь же давай максимально подробно разберем нашу новиночку. И начать, думаю, стоит с распаковки. Внутри безумно минималистичной и красивой коробки. Сама клавиатура, защитный кофр, инструкция, спиральный кабель, комбинированный пуллер, немалый комплект сменных кейкапов, а также два дополнительных свитча. Еще у меня есть 4 свитча, которые не идут в комплекте со стандартной версией клавиатуры. Это коллабные Gateron X Backspace Blackjack. Ой, Blackjade, то есть черный нефрит. Что же в них необычного? Это магнитные свечи со сдвоенной пружиной и закрытым дном, которое в теории должно способствовать улучшению звука. Произведены мануфактурой Gateron, и настолько хорошую заводскую смазку я еще не видел. Купить их отдельно можно, к примеру, к вашему вутингу. И поверьте мне, оно того стоит, и это лучшие магнитные переключатели, попадавшие в мои руки. К слову, цена за штуку на официальном сайте Backspace 90 центов. Ну и небольшой тайпинг. Клавиатура выполнена в 75% форм-факторе, имеет трехслойный алюминиевый кейс, gasket mount строение, реализованное в виде силиконовых ножек на плате, plate mount стабилизаторы, смазанные с завода, алюминиевый плейт, шумоизоляцию между платой и плейтом в виде латекса, ну и пленка на дне. А весит все это чуть больше 1,5 килограмм. На задней стороне клавиатуры имеется Type-C разъем для подключения и два переключателя. Если с первым все ясно и это просто переключение режимов WinMag, то второй поинтереснее. Это хоткей для переключения профиля клавиатуры. Честно говоря, такую реализацию данной функции вижу впервые. Ну и вернемся на верхнюю часть клавиатуры – кейкапом. Выбран один из самых популярных профилей – OEM. Безусловно, это вкусовщина, но мне кажется, что именно на игровой клавиатуре точно стоило поставить более привычный черри. Кстати, кто все же играет на OEM профиле, поправляйте меня в комментариях. Кейкапы выполнены из PBD пластика, довольно стандартные, что-то близкое по качеству к сиду. В моем случае они в довольно милой светло-пастельной палитре. На сегодняшний день нам доступно 5 расцветок: Basic, Flamingo, Digicamp, Marshmallow, Baby Blue. И 6-я расцветка Maniac на сайте производителя сейчас засекречена. Но я решил попробовать написать и уточнить для этого ролика, что же там скрывается. Оказалось, что расцветка до сих пор на этапе разработки, и дата выхода, а также палитра неизвестна. Ну что ж, тогда сделаю пост этой расцветки, как только что-то станет известно в своем телеграм-канале. Еще один повод подписаться. Что удивляет, цена на клавиатуру меняется в зависимости от цвета. И если переводить в рубли, мы увидим промежуток от 12 до 22 тысяч. Но стоит учитывать, что это ценник на внутреннем рынке Китая.
И, к примеру, 3C магазины на Али уже просят безумные 33 тысячи за максимальный комплект. Ну и каких-то 20 за минимальный. Свечи в клавиатуре, если так можно сказать, довольно стандартные. Gateron Magnetic White. Они же Gateron KS20. Если вдруг владельцы того же Вутинга смотрят этот ролик и захотят подобные купить себе. Как обычно, линейные магнитные свечи с плавным и приятным ходом. Из плюсов мануфактура Gateron. Так что тут стоят настоящие свечи производства Gateron. Думаю, вы понимаете, на какую компанию это отсылка. И если учитывать, что цена клавиатуры стартует с 12 тысяч, конкуренты обычно ставят какие-нибудь Раеши или бюджетные аналоги производства Autemu. Клавиатура у нас действительно игровая. Тут 8000 Гц, что минимизирует задержку до 125 тысячных миллисекунд. И полное отсутствие мертвой зоны у свечей, благодаря чему и возможна полноценная работа магнитных переключателей даже на показателе в 0,04 мм, без каких-либо ошибок, что тоже является одним из самых важнейших плюсов среди аналогичных клавиатур. Софт у клавиатуры не браузерный. При этом это далеко не какой-то OEM-ный Китай-софт. Я впервые вижу магазин внутри софта. Все сделано красиво, со вкусом и интуитивно понятной настройкой, приятными анимациями и, внимание, чатом комьюнити. Звучит очень странно и круто одновременно. Можно даже ставить лайки каким-то китайцам. Стандартно можно поменять точку активации каждого из переключателей, установить точку деактивации, включить Rapid Trigger. А еще имеется необычное отображение всех 3 точек на каждой из клавиш. Также те самые профили, про которые я говорил в начале видео. Мы можем гибко настроить каждый из них и прыгать между пресетами с помощью переключателя на клавиатуре. Довольно удобно и освобождает от лишних телодвижений с настройкой под каждую игру. Также у нас есть возможность логиниться в софт, что дает ту самую возможность ставить лайки китайцам и делать публикации. И есть какие-то две вкладки Toolbox и Playroom. Насчет Toolbox можно предположить, что в нем можно будет делиться своими настройками и макросами с другими пользователями. А вот в Playroom уже есть одно приложение для теста своей реакции. Могу сказать, что это один из лучших софтов не просто для магнитной клавиатуры, а для пользования в целом. Китайцы смогли не только запихать столько всего в одно приложение, но и сделать так, что этим хочется пользоваться. Ну а теперь самое время промотать минутки так 2 этого видео, потому что мы отправляемся слушать тайпинг. Казалось бы, несмотря на реализованный Gasket Mount, флекса тут почти нет. Тем не менее, тайпинг очень приятный. После стольких обзоров на различные клавиатуры очень приятно жмякать оригинальные свечи Gateron. Хотя те коллабные, которые оказались у меня, будут намного лучше и приятнее. Обязательно закажу их для своего кастома на Вутинге. И вам тоже искренне советую задуматься о них. Стабы, хоть и смазанные, звучат, но они просто звучат. Правды ради, ни у одной клавиатуры я пока что не увидел в стоке нормальных стабов с нормальной смазкой. Интересные съемные ножки, вес с подвохом, шикарный софт и огромное количество расцветок. Все это не делает эту клавиатуру убийцей Вутинга. У него нет убийц, не пытайтесь себя обмануть. Это просто одна из самых проработанных и интересных магнитных клавиатур. Ну и если учитывать, что ее цена в Китае стартует с 12 тысяч рублей, думаю, спорить с этим бесполезно. А если ты хочешь выбрать себе магнитную клавиатуру, советую воспользоваться моей таблицей. Там как раз вышло небольшое обновление с новой графой про магнитные клавиатуры. Ссылка на нее находится в описании. Надеюсь, тебе было интересно и ты поставишь лайк за обзор такой новиночки. А еще лучше, если комментарий оставишь. Большое тебе спасибо и пока. Пока.